Всем привет! Я снова рада вас приветствовать на своем канале Красота и бисер. И сегодня я вам предлагаю выполнить браслет. Браслет выполняется очень легко, быстро и оригинально смотрится на ручке. Хотите, будет праздничным, хотите, будет повседневным, то есть на любой случай жизни, как золотой, так и черный. Золотой отделка здесь белая, а в черном получается отделочка стального цвета, серые бисеринки. Оригинальная застежка еще более придает красивый вид этому браслету. Нюансы по плетению браслета белого я расскажу в конце видео, так как вы видите, он немного меньше. А на черном браслете я покажу, как выполняется это плетение. Если вам понравилось, присоединяйтесь и приступим выполнять этот браслетик. Нам понадобится бисер серый стальной номер 10, бисер черный 2 мм и бусины 8 мм. Еще понадобится карабинчик, мононить и 2 иглы номер 12. И начинаем плетение. Берем ниточку подлиннее, посередине прикрепляем колечко и на каждую ниточку берем по 2 сереньких бисеринки и перекрещиваем в одной серой бисерине и получаем колечко для застежки. Вот так. На каждую иголочку набираем по одной серенькой бисеринке и обе иголочки одновременно проводим в бусину 8 мм, одну и вторую. Дальше снова набираем на каждую иголочку по одной серенькой бисеринке и проводим обе иглы в черную бусину одновременно. И так продолжаем набирать этот набор до необходимой длины браслета. Для своей длины я набрала 17 бисерин. И в конце сделала перекресток в одной серенькой бисеринке. И теперь на одну любую иголочку я набираю 2 сереньких, карабинчик и 2 сереньких. И прохожу в эту же бисеринку с противоположной стороны, из которой выходит наша ниточка. Второй ниточкой прошлась снова по кругу петельки, закрепила ее и вышла в бисерину перекресток. И иголочкой теперь вхожу в бисеринку возле бусины, которые у нас были парой, и прохожу через нее. Я одной иголочкой уже сделала, а второй вам показываю. Прошли через эту пару и теперь набираем 7 сереньких бисерин и проходим после бусины в бисеринку в серенькую. Вот так. Подтягиваем, и у нас бусина получается окружена стальным бисером. И так проходим весь браслетик до конца. Набираем каждой иголочкой по 7 бисерин и каждой иголочкой проходим в бисеринку после бусины. Оформили все бисеринки черные стальными бисеринами, и теперь переходим на следующий ряд. Я вот начала его делать, а с другой стороны другой иголочкой покажу. Я сразу после 7 бисерин перехожу в бисеринку, которая у нас была парой в первом ряду, в нее прохожу и дальше прохожу в 4 бисерины из 7, то есть в вершинку 7 бисерин, вот так. И дальше набираю 4 черных
бисеринки 2 миллиметра и прохожу иголочкой в следующую вершинку из 7 возле следующей бусины. И так прохожу один ряд одной иглой и второй иглой с другой стороны. Еще один ряд выполнили. И теперь вот подошли мы к последней нашей серединке из 7. И теперь проходим следующую серенькую бисеринку. Набираем одну серенькую бисеринку и проходим в наши 4 черные бисерины. Вот так. И подтягиваем. И теперь снова набираем одну серенькую бисеринку и проходим в 4 черных. И так весь ряд до конца. Мы между нашими черными, которые мы набирали в прошлом ряду, просто добавляем одну серенькую бисеринку. С этой стороны и с этой также. Мы проходим после серединки 7 бисерин в следующую. Добавляем одну серенькую и возвращаемся в 4 черных. И дальше между всеми черными добавляем одну серенькую бисерину. Подошли к концу этого ряда. Последние 4 черные бисерины. И в конце также набираем одну серенькую и проходим в серенькую бисеринку возле бусины. Вот так. Теперь мы возвращаемся в эту бисеринку и снова набираем 4 черные бисерины. И теперь захватываем серенькую, которую мы добавляли в прошлом ряду. И у нас получается второй ряд черных бисерин. Вот на второй стороне я сделала. Видите, второй ряд у нас здесь выполнен. Затем мы, как и в предыдущем ряду, будем проходить через 4 бисерины и добавлять одну серенькую. И я хочу вам сказать, что браслет немного вот так вот неровный идет. Ниточку вы сильно не затягивайте. Последующие ряды просто положат этот бисер как положено. И он будет лежать ровно. Смотрите, здесь уже 2 ряда, но он уже лежит ровненько. И у вас также будет. Поэтому не сильно затягивайте ниточку, пусть будет свободно. И следующий ряд я беру одну серую, 2 черных и одну серую и прохожу по сереньким добавившимся бисеринам в прошлом ряду. И так проходим весь ряд. То есть добавляем по 2 черных и по одной серой. Вот посмотрите, с этой стороны я этот ряд прошла. И когда вы пройдете по другой стороне, следующий у нас ряд будет, мы добавляем по одной серенькой бисерине и проходим 4 бисерины, которые мы набирали в прошлом ряду. Одна серая и 2 черных. И таким образом закрепляем этот набор. И так проходим до конца ряда. То есть один ряд мы набираем, серая, 2 черных, серая.
И следующий ряд мы между ними добавляем серенькую бисеринку. Дальше мы набираем в следующем ряду 5 сереньких бисерин. Одну мы набираем для того, чтобы сравнять верх браслета, и 4 для продолжения ряда. И проходим иголочкой в серенькую бисеринку, которую набирали в предыдущем ряду. Дальше до конца ряда мы будем набирать по 4 сереньких бисерины и соединять их также с серенькой бисеринкой предыдущего ряда. Подошли к концу ряда, поворачиваем и в начале ряда добавляем одну серенькую бисеринку и проходим через 4, как обычно, предыдущего ряда. Вот так. А в последующем до конца ряда мы между нашей предыдущей четверкой будем набирать по 2 серенькие бисеринки. Вот я 2 набрала, прохожу 4 бисерины. И последний прокол в этом ряду, я 2 бисеринки набираю и прохожу 5 вместе с последней бисериной этого ряда. И следующий ряд я набираю одну серенькую бисеринку для оформления края и прохожу во вторую вот так наши 4 бисерины и одну из 2 бисерин, которые мы набирали в предыдущем ряду. В последующих у нас будет 6 бисерин, но между 2 бисеринами предыдущего ряда я набираю одну черную бисеринку. Вот смотрите, одну я набрала и прохожу одну бисеринку предыдущего ряда, 4 бисеринки и эту одну. Всего получается 6 бисерин. Снова набираю одну черную бисеринку, прохожу через 6 серых бисерин и вывожу иголочку. И так оформляю эту сторону до конца ряда. Одну из сторон я закончила. Получилось вот такое красивое оформление. Если хотите, можно пройти еще раз, чтобы было попрочнее по краю. Ну, можно и так оставить. По усмотрению, по вашему, если вы захотите, последнюю бисеринку можно сделать тоже серенькую, а можно сделать, как я, черную, тоже будет симпатично. Закончила черный браслетик, завязала узелочки и обрезала ниточки. И получился оригинальный браслетик, можно сказать, на все случаи жизни. В золотом браслетике бусины первого ряда посередине меньше по размеру. Здесь у нас были бусины 8 мм, а здесь 6. И, соответственно, расчет бисерин получается немножко по-другому. И браслетик получается уже. Здесь у нас во втором и в третьем рядах мы набирали черные бисерины 2 мм по 4 бисерины. А здесь я набирала, видите, по 3. И вокруг бусины здесь у меня был набор по 7 бисерин на каждую иглу, а здесь получилось по 5. И в предпоследнем ряду, там где у нас было 2 черных и по краям серая, здесь в этом браслетике была просто золотая, белая, золотая. И в последнем ряду, где у нас 4 серых бисерины, здесь у меня было просто 3 золотых бисерины, и между ними в последнем ряду я набирала по одной золотой. Можно было тоже сделать белую для контраста, как здесь я сделала черную по краю, а можно вот
золотую, как я сделала здесь. Это уже по вкусу. И получились такие оригинальные браслетики. Если вам понравились браслетики, подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ставьте лайк, вам не трудно, мне приятно. И до встречи в новом видео.